Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим про русскую художницу, картины которой арестовывали на выставках из-за излишней распущенности. Наталья Гончарова. Творчеством и талантом русской художницы Натальи Гончаровой восторгалась даже Марина Цветаева. Она уверяла, что жизнь и творчество художницы неразделимы и едины, и это вовсе не случайно. Непростое происхождение. Слыша «Наталья Гончарова», многие люди заметят удивительное совпадение имен с еще одной исторической личностью. И это не напрасно. Талантливая художница приходилась двоюродной правнучкой супруги Александра Сергеевича Пушкина. Она родилась в Тульской губернии, деревне Ладыжино, и до конца своих дней ценила тихую, размеренную сельскую жизнь. Пребывание в городе она всегда считала вынужденной мерой. Дочь архитектора и сама планировала связать свою жизнь с этим ремеслом, но у судьбы были свои расчеты. 1901 год. Гончарова стала студенткой Московского училища живописи и зодчества. Она изучала скульптуру, получала отличные отметки и была достаточно перспективным специалистом. Все изменилось после знакомства с Михаилом Ларионовым. Он отметил, что Наталья обладает природным чувством цвета, а тратит время на формы. Легенды гласят, что после этой беседы молодые люди разругались. В отличие от обычных девушек, Наталья не стала лить слезы и жаловаться подругам. Когда Ларионов пришел мириться, он увидел целую стену с рисунками, обрывками картин, мазками красок. Комната будущей художницы напоминала огромный холст. Гончарова решила стать художницей и перевелась на курс живописи. Она начала много и безостановочно писать, работала с цветом. Сначала ее работы были в стиле импрессионизма, и лишь после она стала смелее экспериментировать с цветом и формой, а картины стали более авангардными. Новаторство и смелость. Гончарову смело можно назвать авангардисткой среди российских художниц. Такую смелость в консервативной России не готовы были принять. Сразу после первой выставки художницу и несколько ее картин арестовали, назвав полотна порнографическими. Обнаженных женщин рисовали и раньше, но дамы такие вольности себе не разрешали. На следующий день адвокату удалось освободить Гончарову. Апеллировали к тому, что выставка проводилась в закрытом формате. И все же до главной выставки оставалось время, и прошла она только в 1913 году. До этого успели состояться яркие и скандальные акции. Ларионов успел и вовсе наносить изображения на бюсты обнаженных дам, отправляя натурщиц дефилировать в таком виде по городу. Гончарова же рискнула превратить в холст свое лицо, чем смогла удивить даже самых смелых представителей богемы. Такое мощное и смелое продвижение сработало. Когда прошла выставка Гончаровой в художественном салоне, увидеть ее желали многие. Все шептались о биографии загадочной художницы. Кто-то ее считал последовательницей Моне и Ван Гога, другие убеждали, что она училась у Гогена и Сезанна. Были версии о том, что раньше Наталья писала картины в монастырях или участвовала в раскопках на Мадагаскаре. Правда была прозаичной, и к 1913 году художница даже не покидала родину. За спиной шептались, пытались узнать, кто она и в каком стиле работает. Гончарова же была свободна и не заковывала себя в рамки только одного жанра и направления. Она пробовала себя в импрессионизме, кубизме, примитивизме, лучизме, возвращалась к религиозным мотивам. На выставке публике представили работы за 13 лет творчества, а это более 7,5 сотен картин. Выходит, каждую неделю художница создавала картину. После этой выставки отношение к авангарду и творчеству смелой дамы изменилось. Третьяковскую галерею пополнили картины «Натюрморт с букетом и флаконом красок», Рябина, Панина, близ Вязьмы. Две Гончаровы. Для Марины Цветаевой Пушкин всегда был образцом для подражания, гением и идолом. Когда до нее дошли слухи о некой Наталье Гончаровой, она просто не могла остаться равнодушной. А тут еще и известие, что она родственница супруги классика. Цветаева желала знакомства и мечтала написать про двух уникальных женщин. Сразу две Гончаровы, две Натальи. Одну из них Цветаева покажет как абсолютный символ красоты.
но пустой, вторую – как одухотворенного и глубокого творца, такие разные, даже противоположные. Гончарова была звездой балов, но просто красавицей. Ее двоюродные правнучки оказались чужды светские мероприятия, но она сама диктовала моду. Сама того не желая, она заставила российских дам полюбить капри, брюки, платья, рубашки. Художница начала их носить одной из первых, кидая вызов обществу. Многогранная, амбициозная художница даже успела создать эскизы для русского дома моды Надежды Ломановой. В столице Франции она работала с самой Шанель. Ее эскизы появлялись на страницах нескольких журналов, в том числе и Vogue. Немного о декорациях. Дягилев несколько раз звал Гончарову работать, но она не соглашалась. Позже пригласил ее с Ларионовым. Они отправились вместе, хотя и не думали, что на родину уже не вернутся. Наталья работала над костюмами и декорациями к «Золотому петушку». Они искренние, яркие, такие живые, с тонкой душевной нотой и чистым русским духом, данью традициям. Такого успеха петушка никто не мог предвидеть, а декорации от Гончаровой задали новую планку. Ремезов, Судейкин и Ларионов продолжают дело Натальи. Даже в театральных работах Пикассо многие видят гончаровские мотивы. Постепенно выдуманная биография стала явью. Вместе с Ларионовым и Дягилевым художница отправилась в европейское турне. Она была главной звездой и советчиком Дягилева относительно костюмов и декораций до последнего дня. Самые яркие эмоции и переживания художнице подарила Испания, ставшая источником энергии на десяток лет. Чего только стоит ее испанская серия картин, впечатляющая своими искренними эмоциями. Не просто чувство. Новое гнездышко Ларионов и Гончарова свили в Париже. Даже сегодня есть такое кафе «Палитра», в доме, где пара любила обедать. Огромная редкость среди творческих людей, но с того момента, как Наталья встретила своего единомышленника и избранника, с ним она больше не расставалась. Ларионов умел разделять гордость, переживать и радоваться за успехи возлюбленной сильнее, чем за собственные. У них было что-то куда большее, чем просто любовь. Может быть, это особая родственность душ, тяга к искусству или поиск признания. Когда у Ларионова началась связь с Александрой Томилиной, которая длилась 30 лет, он все равно поддерживал отношения с Гончаровой. Наталья в долгу не осталась, и у нее был многолетний роман с Орестом Розенфельдом. Свободные люди, свободные отношения. Вот только особой связи между Ларионовым и Гончаровой разорвать их любовникам не получилось. Они были друзьями, партнерами, возлюбленными, коллегами и единомышленниками. Пройдя много лет рука об руку, лишь в середине 50-х пара узаконила отношения. Для чего после стольких лет им нужен был законный брак? Время шло очень быстро, а так в случае ухода из жизни одного из них картины остались бы в семье. Детей у пары не было, а потому на наследство мог бы претендовать лишь супруг. Творческие люди мечтали передать свои полотна на родину, но пока Гончарова была жива, планы не удалось реализовать. Сложно сказать, кто из них оказывал более сильное влияние на творчество и успехи друг друга. Их просто невозможно рассматривать по отдельности и разделить. Уж очень в тесной связи развивались таланты двух неординарных людей.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.